Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я не знаю, на чем я сегодня буду играть, но первое, то, что я вижу, здесь есть темпларка, есть квапа, и это, знаете, намек прям, чтобы сыграть на убийцах. И второй момент, здесь есть тайдуха, и, возможно, я его реализую под 6 богов. Но на самом деле я недавно записывал 6 богов, поэтому как-то не особо желания у меня есть. Короче, давайте так. Мы будем отталкиваться от того, что будет идти, ну и, соответственно, соберемся под игру, правильно? Я считаю правильно, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. Подписываемся также на мой телеграм-канал. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. У меня что, сегодня день рождения? Блин, жалко, я не могу взять уровень. Жесть. Не, ну это, конечно, круто. Не, это, конечно, не баф людей на втором раунде, но тоже ничего себе. Халявные роллы с третьего раунда. Это будет круто, если мне еще и баф людей упадет в скорое время. То ты что, это вообще песня какая-то у меня. Не, ну старт мне уже нравится. Я надеюсь, что и усиление не заставит себя долго ждать. Это, знаете, как обычно бывает, то, что ты получаешь сильный стол на старте, ну а усиление, как кот наплакал, и все, и делай, что хочешь. В общем, по реликвиям в этой игре тоже классно. Есть две обалденные реликвии, которые бы мне хотелось бы заюзать. Это аптечка священника и хаотичный договор. Вот. И, кстати, ребят, для вас это будет сегодня, да, для меня это будет завтра. Выходит патч баланса. Ну, я не вижу смысла делать на него обзор, потому что он довольно-таки маленький. Ничего особо так не поменяется. Ну, кроме важных таких моментов, как пакт мертвецов. Теперь, когда вы берете трехзвездочного друида, да, ну, условно, у вас мишка трехзвездочный, закидываете туда пак мертвецов, у вас появится не трехзвездочная фигура, а появится двухзвездочная фигура. То есть сделали такой вот, ну, я считаю, что это хрень полнейшая, зачем они это сделали, потому что нежить и так довольно-таки трудно реализовать. Ну, что сделали, то сделали. Ух ты, боже, какая имба. Не, ну я беру кулон магии. Все, ребят, сегодня будет контент с кулоном магии. 100%. Палочку беру, и я возьму плюс 300 хп, потому что это неплохо, на самом деле, на старте получить плюс 300 хп. Поэтому рекомендую вдруг чего брать плюс 300 хп на старте, если вот так вот падает, да, если есть под героя условного тинкера. Потому что тинкер тогда может подольше пожить, соответственно, и почаще кастануть свои ракетки. А ракетки, мы знаем, это мощь. Ну, кстати, не я один такой тут скилловый, тут против меня типчик тоже скилловый. Но, если сейчас ракетки полетят как надо, то я, в принципе, его разнесу в пух и прах. А мне что-то так, знаете, сердце подсказывает, что вражеский тинкер уничтожит моего тинкера. И все. Ну, конечно, и мой тинкер закастовал куда же ракетки. Ну, куда же он мог закастовать? Естественно, в петуха двухзвездочного, а не во вражеского тинкера. Ну, да. А на самом деле, если бы мой тинкер закастовал во вражеского тинкера, то я бы его снес. Обидно. Обидно, досадно. Ну ладно, легионка пришла. Не, ну у меня сильный стол. Сильный стол. Я в него верю, поэтому я золото плюс 1 беру. Если бы у меня был довольно-таки слабый стол, то я бы взял, соответственно, на поражение и вообще бы на лустрик бы сел. А там аптечку бы получил и вообще кайфовал. Может быть. Не знаю, стоит ли мне легионку это оставлять или лучше выйти в хорошую экономику сейчас. Мне то, что легионка ранее пришла, это, конечно, круто, но я, если честно, не верю в то, что мне сейчас баф людей выпадет на ранних раундах. Ну, это дефолт, не знаю. Многие, я думаю, со мной согласятся, даже если тебе приходит какая-то фигура из третьего тира в виде бафа людей, то, соответственно, тебе баф людей не выпадет довольно-таки рано. Ну, это закон подлости какой-то, честно. Выйти, не выйти в экономику или... Ладно. Лина. Мне это нравится. И тинкер двухзвездочный, мне это тоже нравится. Мне это все нравится. Так. Вышел в хорошую экономику, как видите. Ну, кстати, я лучше оставлю себе чистый урон пока что.
а кулончик закину в Тинкера. Это как бы ни на что не повлияет, просто этот кулон я смогу в дальнейшем реализовать. Вот смотрите, просто этот кулон я смогу закинуть и в минера, и в квапу вдруг чего. Если я вдруг буду играть через 6 богов, либо через мощный прокаст, то, соответственно, в минера можно будет закинуть этот кулон магии плюс посох третьего тира. И если я его соберу в 2 звезды с аганимом, то там у меня мина будет по 6000 урона наносить, а под магами чуть ли не 12 тысяч урона у меня будет с одной мины. Но это, знаете, такое сомнительное будет решение по той лишь причине, что, ну, ух ты. Вот это мне нравится, конечно. Вот это мне очень нравится. Лина в 2 звезды. Обалдеть. Обалдеть. Не знаю, оставить панду? Вдруг она мне присумонит минера? Не, ну это я, конечно, уже сильно-сильно губу раскатил, но все же. Ну а вдруг? Надежда умирает последней. Не, ну я уверен, что минер мне точно не выпадет. Это уже что-то на грани фантастики. Мне давно, кстати, легендарка не спавнилась из панды. Мне, кстати, тут почти вынесли, прикиньте. Темный лорд там 3000 урона нанес. Хорош. Хорош. Еще Лина. Обалдеть, как мне Лина идет. Ну и цемочка пришла. Прикиньте, если бы я легионку не продал, то, скорее всего, цем ко мне не пришла. Не, ну блин. Обидно, конечно. Чуть-чуть обидно. Закон подлости в собственном соку. Кстати, почитал ваши комментарии под предыдущим роликом. Вы накидали мне кучу вариантов, а лайков не накидали. На 700 просмотров всего лишь 18 лайков. Обалдеть. Что за закон подлости, а? Капец. Но почитал ваши комментарии. Ребят, множество сборок, которые вы предложили в текущей мете, может максимально не работать. Это условно даже те самые 6 морских. И там говорили, типа, в новом патче реализую охотников. Но охотники, если что, они биомусорные, очень слабые охотники, к сожалению. Не передать словами, насколько они слабые. Типа, там только охотники, скорее всего, себя раскроют на 9 охотниках, и все. И то, там нету особого даже керри, кого делать. Ну, условно, есть медуза, да, но она очень слабая, эта медуза. Очень слабая. Тут, к сожалению, не получил халявные роллы, но, в принципе, ладно. Вот. Просили, типа, записать 6 духов, 6 духов, 6 чернокнижников. Вот это вот, кстати, рабочая тема, но там нужно тоже определиться будет с керри, например, аппарата. Это дух 5 легендарный. Вот с ним можно было бы что-то такое придумать. Ну, тоже, 6 духов — это узкая сборка, и она работает против тех героев, которые очень часто наносят свою тычку. Написали, кстати, за пан тоже, типа, реализуй хитреца, там все такое. Вот это вот интересно тоже. Короче, почитал комменты, почитал ваши предложения. На некоторые предложения ответил, что это, скорее всего, работать не будет, потому что в текущей мете, когда инсектоиды, шаманы в теме, когда есть кулон магии, то все эти сборки, они, ну, вообще работать не будут. Кстати, Винстрик забрал. Это вообще... Опять Лина идет, да что ж такое? Мне нравится. Хусик. Ля, если Хусик 2 звезды придет, это же вообще имба будет. Я на самом деле хочу усиления. Я на всякий случай куплю жрецов, а то мало ли не упадет хаотичный договор. Я очень надеюсь, что мне сейчас упадет вообще хаотичный договор. Очень на это надеюсь. И закинул сейчас предметы в БХ, потому что хочу с него монетку забузить. Ну, кстати, баф людей там уже у чувачка. Окей. Тут на самом деле классные реликвии есть. Типа, можно и косу будет взять, если что, если, ну, мне будет хороший стол и дальше такой. Ну, если Хусик 2 звезды придет, то вообще у меня будет шикарнейший стол. Ну, посмотрим. Кабанчики не хочу. Ой-ой-ой. Боже, мне только одна реликвия там хорошая упала. Все остальные реликвии — это полное дерьмо. О, легионка. Ух ты. Ух ты. А можем баф людей как-то сделать красиво? Чтобы и стол остался сильный. Ладно, давайте сделаем. Давайте сделаем баф людей. Вот это вот, ребята, смотрите. Если бы я чуть-чуть раньше вот такой вот стол себе выставил, то я сразу хочу вам сказать, то, что это самый сильный старт. Самый сильный. 3 гоблина, 3 меха, 3 человека. Если бы я на раунде 7 такое поставил, это было бы очень сильно. Я бы получал кучу опыта, кучу денег получал. Ну просто, короче, вы поняли меня. Вот, иду в уровень, у меня, в принципе, стадия сейчас сильная, если мне сейчас еще и придет кастрюля, он же резак, да, то будет вообще шикарно. И я, наверное, кстати, возьму все-таки аптечку священника, я буду сидеть на винстрике сколько смогу,
А потом просто возьму и активирую аптечку священника, буду сидеть через лустрик и максимально выходить в уровень. А вдруг у меня сегодня получится сделать себе 14 уровень? Ну а вдруг? Чем черт не шутит, да? Ну вдруг такое может быть. Тут я вышел из экономики. Захотел усилить себе стол. Поставил Дума. Дум прекрасный персонаж. Кастрюля пришла еще в 2 звезды. Не, ну у меня очень сильный стол. Если придет, конечно, у врага там антимаг, то, скорее всего, он меня снесет. Да не скорее всего, в 90% случаев он меня снесет, потому что у меня куча героев с маной. Но стол сильный, мне нравится. И, кстати, ну, рассказать свои вот эти вот сборки, которые я сейчас ну, запланировал, да, но еще пока что не реализовал. Я пока не хочу о них говорить. Потому что я вам расскажу сейчас, налью воды в уши. А я буду совершенно на другой сборке играть. Поэтому вот так вот. И, кстати, ребят, мне нужна обратная связь. Вот это приколист. Мне нужна сейчас ваша обратная связь. Вот у меня есть новая шахматная доска. Вот такая вот она красивенькая, со смайликом. Многие, ну, не многие, а 2 человека всего лишь написало, что звук бесячий от этой шахматной доски. Вот дайте мне, пожалуйста, побольше обратной связи, бесячий звук или нет. Потому что, смотрите, я играю в эту игру без звука. Ну, у себя без звука. То есть я колонки там выключаю, либо делаю их на минимум. И я вообще почти эту игру не слышу. Поэтому мне как-то абсолютно плевать на этот звук игры. Потому что, если честно, за столько времени, сколько я в нее играю, она меня бесит, этот звук игры. Вот. Поэтому мне нужен ваш полноценный фидбэк. Жду его в комментариях. Уделите 10 секунд своего времени, напишите, бесит, не бесит вас. Если бесит, то, соответственно, буду менять шахматную доску. К сожалению, не сделали тут такой функции, чтобы ты мог поменять чисто звук шахматной доски. Но имеем то, что имеем. Как-то так. Вот. Ну вот. Все. В принципе, это все то, что я хотел сказать. Вот этот вот кулон магии, который у меня сейчас есть, его надо, я уже говорил и буду говорить, это слишком имбовый предмет, особенно если вы выберете жесткого керри и будете играть через него. То есть, условно, под берсерка это имбовый предмет, под убийц это вообще шикарнейший предмет. Если будет вам падать эмбер, условно, да, то даже эмбер в 2 звезды может натворить такого движа, что охренеешь. Я уже показывал то, что Эмбер может выдавать чуть ли не по 40 тысяч криты со своей ультухи. Поэтому тоже, ребят, если падает этот клу магии, пока его не абузят в каждой игре. Я не знаю почему, но вот в действительности мало кто играет в рейтинге через этот кулон. Почему? Непонятно. Хотя это очень сильный предмет. Это предмет 5-го тира. Ну, явно не 2-го тира. Поэтому пока есть возможность, обусти чуть ли не под любого сильного керри. Через убийц шикарно смотрится. Через берсерка и 9 магов отлично смотрится. Через бабку 9 магов, либо же просто бабку с кулоном магии, там через рыцаря, условно, тоже прекрасно смотрится. Поэтому обусти пока не пофиксили, просто покайфуйте. Потому что вы можете раскрыть свою сборку так, как никогда не раскрывали. Ну, вообще, в общем, короче. Вы поняли. Я топлю за этот кулон, и пока его не понерфили, работайте, используйте и красиво все делайте. И, кстати, завтра, по-моему, пятница будет, да? Для вас пятница. Будет в 6 часов стрим, но будет по Teamfight Tactics. Хочу в него поиграть, там новый сезон, много чего интересного, много чего поменяли, поэтому давайте, запасайтесь там все вкусняшками, напитками и будем разбираться в новом сезоне. Будем страдать, будем потеть. Все в лучших традициях. Мне аж очень интересно, что там в новом сезоне поменяли. Я еще не играл в новый сезон, он как начался пару дней вроде бы. Поэтому в 6 часов будет стрим, а еще один кулон упал, еще и яйцо падает. Обалдеть. Но мне этот кулон уже не нужен. Мне одного кулона хватит с головой. Я, если честно, даже не понимаю, на чем таком поиграть бы мне. Вот серьезно. Я, кстати, поставлю 2 ЦМ-ки. Если кто спросит меня, зачем я так сделаю, то, ребята, отвечаю. Я сейчас, кстати, наверное, зарандомлю. Бусы упали. Ну, это, конечно, не то, чтобы мне хотелось. Ну, ладно. Вы меня спросите. Да, у меня есть посох 1-го тира, поэтому я возьму ману плюс 50%. Зачем я поставил 2 ЦМ-ки? Ребят, 2 ЦМ-ки работают отдельно друг от друга. То есть с нулевой секунды я получу мана-реген как от 2 ЦМ-ок.
О бусте эту тему тоже. И, кстати, я об этом не говорил, потому что мне не было как продемонстрировать этот предмет, но патч назад, когда поменяли волшебное зеркало, его скрытно бафнули. И нормальное описание там не сделали. И нормальное описание там не сделали. И вы такие спросите, что же там такого вот поменяли? Ребят, вы будете в шоке. Сделали то, что теперь все пассивные предметы работают на ваших иллюзиях. И на ваших иллюзиях все предметы отображаются. Это вообще имба. Я когда это в первый раз увидел, у меня чуть челюсть не отвисла. Когда они успели это поменять, я не знаю. Но это жестко. Не знаю, типа, зачем я вам эту инфу сейчас говорю, но это так. Скажем так, я этот контент изучил, рассказываю вам. Может, в каких-то случаях вам и пригодится. Я, кстати, если что, сейчас коплю халявные роллы. На 9 уровне я паролюсь. А может быть и позже паролюсь. Ну, не знаю, короче, на 9 уровне паролюсь. Пригодится. У меня тогда будет на 9 уровне, как на 10, в принципе, роллы. Так что выиграл. Выиграл. Еще терпим, пока не будем ничего. Я бы мог, конечно, попробовать реликвию зарандомить, но тоже мне может упасть какой-то шлак в виде кабанов. И что мне с этими кабанами делать? Но с аптечкой я хотя бы могу уровень себе взять, там 11 примерно. Быстрее на 10 выйти. То есть, ну вот такое. Я и так всех опережаю довольно-таки жестко. Тут, кстати, инсектоиды собираются, мои любимые. Да, я думаю, всех любимых. Чел на магах играет, на непонятно наблюдателях, через магов. Кстати, в следующем патче, завтрашнем, понерфят эгиду, исправят баг с косой. То есть раньше, что призма, что синергия наблюдателей, в расчет косы не шла. То есть там одна коса, как будто эгида кастует одну косу, а не 2, 3 и тому подобное. Поэтому так много урона ей не сносилось. Так, что тут у нас? Я тебя услышал, не знаю, каким образом я проиграл, но я активирую аптечку. Как же много урона мне прилетело. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно! Ну ладно. Настало мое время. Не знаю, сейчас инсеков соберу, у меня варлок выпал. О, вертолет. Опа. А ну, может сейчас халявные роллы получу. Я цветку продал, цветки нет. Ля, ты прикинь. Так, сейчас, подожди, мне надо на лустрик встать для начала. Надо сделать максимально слабый стол сейчас. Так, тут цветок чел собирает. Удачи ему. Волшебников купил. Не знаю, алхимика тоже продам. Мне нужно найти маленькую цветочку, пожалуйста. Агра беру, пригодится. Так, сейчас мобы. Сейчас мобы. Пожалуйста, ну дай мне... Ну... Ой, спасибо, бог рандома. Спасибо тебе огромнейшее. Просто спасибо. Я эту цветку продал. Теперь цветка мне не придет никогда. Спасибо. Легендарные фигуры не стал продавать, потому что здесь есть магическая коробка. Я смогу эту магическую коробку переделать вдруг еще. Мы, кстати, можем попробовать вертолетика сделать через кулон. Ну, мне кажется, это будет слабо. Много предметов надо ему будет. И перезарядка большая на массовый урон. О, мастерская бума, берем. Мастерская бума нам пригодится. Короче, давайте я не буду прям пытаться сделать что-то очень необычное. Давайте просто сыграем через убийц. Есть темпларка, может получится темпларку очень красиво реализовать. Ну, мне кажется, это топ. Топ за свои деньги. Можно еще предмет 3-го тира попробовать поискать или потерпеть. Ай, была не была, поехали. Оу май.
Блин, там инсеки. Ну, вот инсеки мне не нравятся. Короче, собираем убийц. Все, поехали. Будем играть тупо через убийц. Будем этого инсектоида наказывать, чтобы он страдал. Он уже пытается найти себе мать насекомое. Чтобы тупо он страдал. А мы будем играть через убийц. Правильно? Ну, может мне, конечно, что-то и поменяется. 24 монетки. Я, короче, выйду сейчас из экономики. Вот так сделаю. Чтобы я свое хп сейчас прямо разменивал на опыт. Я думаю, это топ. Стол вот этот вот продавать не буду, двухзвездочный. Он мне пригодится. Чтобы у меня было хоть какое-то усиление на мобов на 25-м. Чтобы я мог на 25-м нормально, спокойно забрать их. Плюс 2 хп с баночки уже второй раз. Я возьму 11 и на 11 буду уже выставлять свою сборку. Ну, как раз на самом деле на 11 можно будет разгуляться. А если все хорошо пойдет, то на 35-м возьму талант на уровне. И буду через уровень катать. Единственное, что мне не нравится, это тут инсек, понимаете? Я сейчас буду свое хп разменивать. Усиливаться никак не буду. Но этот черт на инсеке может мне просто всю хп снести за раз. Но я надеюсь, что ему не фартанет на предметы, и он со слезами на глазах выйдет из игры. Так, Марк, я тут тоже понимаю играть через убийство. А, я, кстати, забыл сказать, я в этой игре играю с Марком. Как я уже говорил, это утяжелитель для моих игр. Без Марка играется намного проще, сразу говорю. Марк это тот человек, который может на 7 уровне достать себе легендарки двухзвездочные, плюс 5 хп с банки. И причем нужные легендарки двухзвездочные. А он еще и Эмбра нашел 2 звезды. Ой-ой-ой. Кстати, я считаю, что есть 2 самых сильных убийц под комбинацию кулон магии плюс посох 3-го тира. Ну, одна это, естественно, темпларка, а второй тип это Эмбер. Потому что если вы закинете ему 4 предмета, кулон магии, посох 3-го тира, БФ и драконий рог, он снесет все и вся. Что бы у тебя там ни было, кто бы против тебя там ни был, этот Эмбер просто все подчистую сносит. И еще, кстати, один момент. Если вдруг против вас будет 9 нежити, вот я сейчас вспомнил, да, вот заговорил за Эмбера, сейчас вспомнил. Если вдруг против вас будет 9 нежити, никс, и у вас есть предмет такой 5-го тира бессмертия, и если вдруг вы об Никса сами себя вынесли и сработало бессмертие, то дебаф 9 нежити скинется. Вот этот дебаф 6 нежити не скинется, и, соответственно, то количество хп, которое оно сожрет, тоже не скинется. Но сама суть в том, что вот это вот проклятие, которое выжигает, оно скинется. Это вообще имба. Я, кстати, наверное, уже посильнее стол сделаю. Я не хочу сильно откисать, поэтому я чисто себя чуток усилю. Так, на полшишечки. Знаете, как это проверил бессмертие? Я играл против Никса, у которого был драконий рог, а у меня был Зевс. И вот у меня Зевс закастил в него, получается, свою ультуху, отразил, убил моего Зевса, и я смотрю, у Зевса хп не понижалось. Такая жесткая тема. Давно, кстати, я на Зевсе не играл. Ну, блин, так сложно этого Зевса нормально реализовать. Надо будет как-нибудь поиграть на этом Зевсе еще. Ты на пандах надо будет поиграть. Вообще, я хочу вам показать Берсерка через 9 магов. Через кулон и посох 3-го тира. Это сильнейший маг в игре, можно это так назвать. Так, тут я еще проигрываю раунд хорошо. Но главное, чтобы не так много. Надо хоть чуть-чуть, чтобы забрал. Тут просто у него гоблинов дохренища. И мне пока что больно. Да, я его вообще почти не пробил даже. Парочку фигур снес, но это все равно не то. — 26 хп. Плюс 5 хп восстановил. Хорошо. Сейчас раунд с мобами. Дай мне, пожалуйста, темпларку раннюю. Пожалуйста. Многого не прошу. Так, естественно, вампиризм берем. Так, выставляем стол посильнее. Чуть-чуть ближе ставим. Чтобы был хоть какой-то прокаст. Один чел уже вышел из игры. Понял, что пахнет неприятно. Так, я уже жрецов уберу. Я после этого раунда, скорее всего, полностью сролюсь. Потому что если я не усилюсь, то меня снесут. Там Кес 3-звездочный, Зевсом на 8-м. Понимаю. Понимаю.
Если наследие упадет, будет классно. О, плащ-пальто упало. Вообще хорошо. Что у нас тут? Двойные клыки, это, конечно, классная тема, но я скипну. Минер. Аппарат. Яйца. Может, минера апнуть? Но мне так не хочется эти яйца тратить. Хочется на кого-то пополезнее потратить. Походу я сделал ошибку, то что этот убрал. Ладно, продам. Не буду я через антимагов играть, будем красиво делать. Но на самом деле, ребят, антимаг это очень мощная фигура, поэтому вдруг чего? Еще один посох третьего тира упал, серьезно? Вдруг чего, короче? Антимаг это имба. Уже сколько времени был и остается им. Поэтому юзайте. А я юзать не хочу. Я хочу сыграть нормально. Через антимага слишком просто играть. Кто это пришел? Это что-то полуинсектоид какой-то. Еще и Дум прилетел в минера. Понял. 31 хп у меня. Так, тип вылетел. Еще один тип вылетел. Хорошо. Ёб твою медь, 13 хп у меня осталось. Надо полностью ролиться. Так, минеров 2 звезды собираем. Зевс классно, но... Инвокер хорошо. Хорош. Отлично. Отлично. Блин, рыжего лиса скипнул. Ничего страшного, пофиг. Вот он пришел, этот рыжий лис в любом случае. Так, инвокерсом. Просто делаем себе сильный стол. Максимально, который возможно. Минеров 2 звезды мне больше как-то нравится. Так, ролим. Бессмертие. Я возьму бессмертие. Бессмертие всегда топ. Закастуй пару мин, пожалуйста. Пару мин. Я не прошу тебя там миллиард мин. Просто парочку закастуй. И дайте мне одну темпларку, и все, я все здесь разорву. Мину. Хорош. Еще одну мину. Хорош. Ой, красота. Взорвись. Хорош. Жалко, конечно, винстрик. А, у него хаотичный договор там. Ладно. Не, ну мина, конечно, очень жестко взрывает. Вот это... Опа. Опачки. Сюда. Вот это я имбу нашел. Так. Угр, прости. И все предметы в темпларку. Вот это сейчас будет контент. Ребята, смотрите, что сейчас будет происходить. Убирайте детей от экранов. Убирайте. Сейчас так буду разрывать их. Ой-ой-ой. Так, кто это? Это гоблин. Здорово, гоблин. Смотри прикол. Бэмс. 2700 крит. 2800 крит. 3000 крит. Это у меня еще не настаканный посох. Сларк. Можно, кстати, Сларка поставить, немножко морских себе сделать. Вместо кого? Ну, вместо Вайпера поставлю, как раз отлично. Так, кого мы можем тут? Ну, мы, в принципе, можем поменять еще морфа. Он не нужен особо. И какой мне предмет нужен теперь? Ой, там Марк тоже огромный. Чел там на инсектоидах под... Ну, я должен... Я думаю, я вынесу этого инсека. Короче, я там не дорассказал. Я на 25-м раунде почему разрандомил. Я хотел найти мифриловый доспех, который защитит меня от всяких думов, обезоружия и тому подобное. Так как я буду играть же через убийц. И вот этот вот промежуток времени, когда я буду стоять в контроле и тому подобное, слишком сильно зарешает. Они же потом меня не отпустят, не дадут подышать. Так, Марк, здорово. Марк играет тоже на убийцах. Бэмс. 7000 урона. Там просто с плэшом 7000 урона дал. Серьезно? Так, тайду хуапаем. Боже, ну у меня хорошо все. Фу-фу-фу. Но у меня все хорошо. Клевер закидываю. Кстати, ребят, кто пропустила какое-то из обновлений, то клевер работает теперь на убийц. Так, ну, ой, обезоруж. Ой-ой-ой. А обезоруж будет лететь в меня. Надо мартретку апать.
Я надеюсь, что мне придет сейчас смарт-редка в 2 звезды. По идее, смарт-редкой должно быть урона как-то... Ну, не должно быть побольше урона у этой смарт-редки в 2 звезды. Или да, или нет. Ну, короче, сейчас мы что-нибудь придумаем. Но этот обезоружь будет меня тильтить. Неприятный обезоружь будет. Короче, критануло на 3000, а все за героем получили больше. 7000, там в 2 раза больше урона они получили от сплэша. 190. А меча первого тира нету. Ой-ой-ой. Чел там на первом месте, конечно, какую-то дичь творит. Объективно. Не знаю, что он там собирает. Ладно, надо искать. Надо рандомить, надо искать, надо находить меч первого тира. Тогда будет все хорошо. Я надеюсь, что мне сейчас темпларка упадет, я ее в Мамору закину. А на 35-м раунде все-таки я не возьму разблокировку уровня. Я думаю, игра быстрее закончится. Возьму яйца и попробую темпларку сделать себе в 3 звезды. У меня уже оговорочка по поводу темпларки. Уже... Какая же... Ну, вообще темпларка это тот герой, которому даже иногда маска на отхил не нужна. Ну вот, смотрите, просто два чувака вылетело. Я уверен, что я здесь не успею сделать себе 14 уровень. Уверен в этом. Ну как в воду гляжу. Так, ну я, наверное, предмет 5-го тира поищу. Что там? Все, хрень. Маска. Вот это хорош. Вот это хорошо. Ну я ж только что маску перетаскивал. Почему бусы перетащились? Боже, меня так это бесит. Меня бесит уже и то, что когда ты выбираешь предмет, иногда тебе может совершенно иной предмет выбраться. Вот недавно у меня была игра, я собрал себе там генерала в 3 звезды, и мне нужно было БКБ. Мне выпадает БКБ, я нажимаю выбрать это БКБ, и я специально подождал там некоторое время, чтобы там, ну, вдруг какой-то баг не случился между раундами. Но я подождал какое-то время, нажал выбрать БКБ, у меня выбрался другой предмет. Как же меня это бесит. Я из-за этого игру слил. Когда разработчики починят эту дичь, непонятно. Фух, ладно. Короче, ребят, если вот мы играем через керри темпларку, да, вот я уже определился со сборкой, если мы играем через керри темпларку, что мы делаем? Находим кулон магии, находим посох 3-го тира. Дальше все по накатанной. Нужна ей скорость атаки, ей, соответственно, нужен урон. И я считаю, что вот такое вот количество предметов, как сейчас назову, это самое топовое будет. Кулон магии, посох 3-го тира, БКБ, бессмертие, маска 5-го тира и молнии 5-го тира имба. Если БКБ не надо, соответственно, вместо БКБ можно предмет на урон найти, и либо же МКБ найти, чтобы было 100% попадания, плюс скорость атаки добавлялась. Все. Ну, драконий рог еще можно закинуть. Темпларка это тот герой, который даже может без маски 5-го тира спокойно жить. Самое главное, чтобы у нее были другие предметы, там, бессмертие, БКБшка. Наследие духа огня, кстати, тоже неплохо будет смотреться, но когда у вас герой переродится, синергия убийц упадет, соответственно. Ну и, соответственно, если через другую темпларку играть, да, через физовую, то можно минус броню набрать, и, ну, как, короче, дефолт физовые предметы. Но я считаю, что на физ-урон темпларку не нужно собирать, ее нужно собирать либо через магический сейчас, либо же через чистый урон, потому что у темпларки есть свой щит, который много ей прощает. И там есть определенный порог урона, чтобы скидывать эти стаки. Поэтому вот этот вот щит 5-го тира это имба. Дает пожить и много-много-много еще другого чего. Поэтому имейте это в виду, ребят. Непонятно, через что там чел играет. Он собрал там магов, кезах поставил и хрень какая-то происходит. Так, ну я беру реликвию яиц. А у меня темпларочка уже там в 2 звезды с Мамора вытащилась. Хорошо. Так, ну я спешить не буду. Вообще не буду спешить. У меня еще раунд есть. Сейчас, если БКБшка упадет, будет 10 из 10. Будет по кайфу. Но мне и усиливать, в принципе, даже нечего. У меня все есть. У меня есть тайт, у меня есть минер. По кайфу. Чисто по кайфу.
Вот. И когда вы играете через темпларку, ее надо через чистый урон собирать. Ну, там, соответственно, предметов ну, другие немного надо. То есть бессмертие, перчатка на чистый урон, молнии 5-го тира, из 4-го тира БКБшечка, МКБ. Ну, в принципе, все. Больше и ничего и не надо. Так, мне надо МКБ. МКБ упало. Хорошо, вместо палки пойдет. Бэм. Яйцо дай. Яйцо, говорю, дай. Не мартретку, яйцо. Одно. Пожалуйста. Спасибо. Им всем хана. Может найти рапиру какую-то? Или БКБ? Не, я думаю, БКБ надо поискать. Или рапиру. Или БКБ. Или молнии. Ладно. Драконий рог, кстати, вот тоже драконий рог. Хороший предмет. Беру. Вот так вот. Она сразу будет кастовать свой щит с 0 секунды. Там много стаков. Порог урона повышен, сколько надо скинуть. И она просто, даже вот этот вот контроль с обезоружием спокойно переживает. Вообще пофиг. Даже дверь открыта. 7000 крит. Бэмс. Ай, хорошо. Не, ну с БКБшкой, конечно, было бы поприятнее. О, клопа. Хорошо. Ну, да и духовые в 3 звезды уже не успею собрать. Только если там мне бы яйца попадали жестко. Но яйца жестко не падают. Кстати, знаете что? Я вот так вот сделаю. Так, Морф, иди погуляй. А я Эмбера поставлю. Чисто по приколу. Красота. Напомню, ребят, то, что на кулон магии, на урон с обычных тычек не работает синергия морских. Работает только магическое сопротивление. То есть по типу... Кстати, а что он сделал? А он сборку поменял. После 3-го тира в инвокере. Зевс. Девять магов поставил. Бэмс. 15 тысяч урона там только что было. Но это было прям на тоненького. Ну ладно, это было вообще не на тоненького, потому что у меня все-таки было бессмертие. Я был 90% уверен, что я снесу его. Ну вот смотрите. Вот смотришь на мои предметы. Обалденные предметы. Но тоже... Предметы-то обалденные. Но если бы это был физ керри, с такими предметами вряд ли бы она затащила. Чел, короче, решил через 9 мангов играть и синергию наблюдателей. Зевса керрит. Но аганима у Зевса нет, урона недостаточно будет. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Аля, как он захотел перестановку сделать. На тебе, Сайленс Рики в лицо. Если... Арчит. Тихо, 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 тихонечко. Тихонечко, я говорю тебе, тихонечко. Молодой, тихонечко. Тут посмотри, как распоясался. Что я хотел сказать? Блин, из головы вылетело, прикиньте. По поводу Рики. Ну, кстати, бабка неплохая. Ну вот эта вот комбинация Аганим, Драконий Рог плюс рефрешер. Нахрена тебе рефрешер? Ну, тут 9 магов, конечно, неплохие были. Но я думаю, если бы он раньше собрал, успел посох себе настакать, нашел бы Аганим, я же по микрофону ударил, то тогда это было бы профитнее. Ну, намного, как по мне. Ну, имеем то, что имеем, как бы, да. Я по поводу Рики говорил. Если вы ставите Рики впритык, и перед вами есть вражеский герой, он тучку кастует под себя. Ну, то есть вы могли только что это увидеть, то, что я поставил Рики впритык к вражеским героям, и он, соответственно, закастовал тучку под себя. И все эти герои были под сайленсом. Ну, что я хочу сказать? Там мне, в принципе, нечего сказать. Кулон магии имба. Пока работает, надо использовать по максимуму. Так же самое работает, кстати, этот кулон мага классно с кезом. То есть ставите кеза, синергию наблюдателей, 9 убийц. Но только кезу надо рефрешер и БФ обязательно. Вот кулон магии, после 3-го тира, рефрешер, БФ. И тогда он себя прекрасно чувствует. Ну и дальше там наследие духа огня, бессмертие. Ну что хотите, то и докинете.
Ну, добавить нечего, в принципе, игре. Просто классная такая, знаете, обалденная игра получилась. Ну, когда-то я все-таки 14 возьму. Но в этой игре я бы не взял бы себе 14. Даже если бы я там с 30-го раунда сидел, копил бы деньги, на 35-м взял бы разблокировку, я бы взял, наверное, 12, ну, максимум 13. Потом бы просто игра закончилась быстрее. Вот так вот. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. Также, соответственно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.